Отпадно выглядишь. Что это? Вообще я выбираю только самые лучшие вещи, самые лучшие места. Даже не выйдешь, ни дверь не откроешь. Такая погода отвратительная, честно говоря. Поэтому и не выхожу. Отлично. Да не, я просто не успел, я не увидел, когда ты подойдешь. Да, это, конечно, очень по-джентльменски. Ну что, едем? Давай постоим, пообщаемся, познакомимся, расскажешь, кого чего ищешь, что хочешь. Слушай, честно говоря, Что? не ожидала. Я такая иду по парковке, Так. думаю о том, что здесь сейчас будет Бентли. что-то, ну, не Бентли, конечно. Роллс-Ройс. Ну, может, там, не знаю. Астон Мартин. Ну, что-нибудь, в общем, не Бугатти. корейского, да, народного автопрома, а что-нибудь Так, такое а что поинтереснее. не нравится корейский автопром? Нет, корейский автопром, это, конечно, Только хорошо. немножко грязненький, конечно. Ну ладно. Да, можно было, кстати, и химчисточку Да, сделать. нужно, просто не успеваю, все время не хватает. Ты так много работаешь? Да. Много кем ты дел, работаешь? просто айтишник. Ну, вообще в IT сейчас я слышала, ну, достаточно хорошо. Сейчас прям эра IT, они прям очень хорошо зарабатывают. Ну да, что, современные технологии, да, все дела, вот, зарабатываю, работаю по чуть-чуть. А ты как? Ну, Красиво так выглядишь, у тебя такое на шее ожерелье прикольное. да, спасибо. Я старалась соответствовать. Да? Да. Ну, вообще... И китайского народного автопрому. А, да? А ты плохо относишься к китайскому народному автопрому? Так мы же уже это обсудили. Я отношусь, в общем-то, в этом положительно. Когда оно где-то... Где-то там в Китае. Ну, да. А почему это сейчас самая топовая машина в мире? Ну, я бы не сказала. Сейчас самые топовые, это, наверное, все-таки... Ну, ты знаешь, ничто никогда не переплюнет, не знаю, какому-нибудь Porsche или... Не Да знаю, что, типа серьезно? такого. Ну, конечно. С учетом того, что они так ломаются часто? Ну, на это нужны деньги, чтобы их чинить. Ну, а зачем покупать машину, которая постоянно ломается? Вот она из салона выехала, там 3000 пробега проехала, и капец. Смысл от этого в пафосе? Слушай, ну это же вообще-то подчеркивает твой статус. А что за компания, в которой ты работаешь? У меня своя компания. Какая? Тебе название сказать или что? Зачем? Это просто Ты потом интересно. будешь гуглить, смотреть активы, там, сколько налогов я плачу, да, и все дела. Ну, Пробиваешь, да, конечно. сколько я зарабатываю? Нет. Мне просто интересно, что за компания, потому что IT сейчас специалистов очень много. Мало ли мне, может быть, понадобится какая-нибудь Ну, ты твоя можешь помощь. через меня решить. Мне написать, сказать, и особенно если мы заобщаемся с тобой, поймем вайб, то вообще... А тебе что-то нужно? Ну, может быть, я не знаю. Ну, там, знаешь, типа, не знаю, компьютер починить, какую-нибудь страничку найти, сайт Компьютер я взломать. не умею чинить, и это... Ну, ты именно по сайтам, типа там... Приложение, да, приложение сайта. Компьютер чинят немножко другие люди. И, если честно, я не знаю, как компьютер работает. Я просто умею программировать все. Так что вот так вот. Так, ну что, расскажи, а какого мужчину ты ищешь? Зачем вообще ищешь? В каких целях знакомишься? Ну, конечно же, для того, Так. чтобы завести серьезные, точнее, заводить собаку. Построить... Завести себе мужичка, чтобы он на поводочке выгуливал, да? Ну, нет, построить, конечно же, серьезные отношения. Так, серьезно, это что ты имеешь в виду? Что закладываешь? Ну, в смысле, мы долго общаемся, потом долго встречаемся, потом мы с тобой женимся, потом заводим детей, вот это вот все. Но честно, я не по-серьезному. хочу сейчас, да, об этом говорить, потому что обычно, когда об этом начинаешь там говорить на первом свидании, как-то все немножечко тушуются, кто-то, боятся. например, да, боится. Поэтому, кстати, я могу так тоже и тебя проверить в этом плане, насколько серьезны твои намерения. Но смотри, я же не могу сказать, какие намерения у меня по поводу тебя. То есть мы же не знаем, это будет просто флирт, там разовая встреча, там дружба, там или еще во что-то перерастет. Это все в процессе возникает. Я же не могу тебе сказать: здравствуй, я твой муж. Ну, согласна. Ну, вот Нет, то же меня бы самое. это очень испугало, честно Ну вот, говоря. вот. А Если ты бы это пугаешь так. мужиков. Возможно. Слушай, но в любом случае, Так. для того, чтобы нам с тобой как-то завести вот эти вот отношения, во-первых, нам с тобой нужно уже куда-нибудь уже доехать. Ты куда вот меня собрался вести? А куда тебе нужно? Какие планы? Что бы ты хотела? Ну, а как ты вообще продумывал наше свидание? У тебя были какой-то план, перехват? План Конечно. У меня был лишь встречи? план встретиться с тобой, посмотреть, как ты выглядишь вживую, какие у тебя эмоции, какая энергетика. Потому Так. что фотки одно, переписка совпадают? одно, а это другое. Я не обманула? Пока совпадает, да. Но я к тому, что ты можешь отличаться от картины мира, которую я представил по фото. То есть я представил тебя в одном амплуа, да, а ты совершенно в каком-нибудь другая. Я такой разочаровался, такой, блин. Вот, поэтому мне важно очень вот этот живой коннект. Вот, и если мы ловим вайб, то мы уже куда-нибудь пойдем, куда тебе нужно. Куда Ну, бы ты мне бы хотела? хотелось, Ну, не знаю, куда? там, не знаю, какой-нибудь ресторан, Ресторан. Покушать. кафе.
Да, но не Макдональдс, да? То есть мы не идем, не рассматриваем рестораны быстрого приготовления, быстрого Ну, я бы питания. не сказал, что это ресторан. Ну, знаешь, оно так официально называется. А уже, как по факту, это уже как пойдет. А какие рестораны предпочитаешь? Ну, обычно что-то в пределах Садового. Мы туда же едем? Ну, может, съездим, конечно, а какие? Ну, названия, может, какие-то? Ну, типа Сахалин мне очень нравится, Магадан. Короче, все White дальнее. Rabbit. Ну, Сахалин, Магадан там где-то, на востоке, на Дальнем Востоке. Ну, мне нравится Ламберти, например. Если знаешь такой Ламберти не ресторан. слышала. Не слышала? Нет. Серьезно? Это что, это Да. же крутой ресторан вообще. не слышала. Плохо ходишь тебе по ресторанам. Если White Rabbit, ну, достаточно дешевый ресторан, там, кроме вот внешнего убранства, вот этого ничего толком нет. На мой взгляд. Если честно, там очень красивые получаются фотки. Очень красивые. разве Да. фоточек? Ну, конечно. Я всё Это для же инсты нужно... там, для Ну, всего. конечно. Мы Мгм. же сейчас все люди Инстаграм. Это нужно... Если ты не зачекинился, значит, ты не был. Понимаешь, это нужно сделать фотографию зачем? красивую, Что это тебе дает? с красивым видом, в красивом амплуа, в красивом наряде. Я же не просто так, понимаешь, тут старалась. Вот это Ты вот живешь для себя или для кого-то? Вопрос такой. Нет, ну, конечно, для себя. В смысле, а для чего мне для Но кого-то? фоточки делают для кого-то. Что, видели? Вот я Ну, здесь блин, была, а понимаешь, здесь, да, то сейчас, всё. ну, блин, это такая эра Инстаграма, от этого никуда не уйти. Вот, смотри, давай так с тобой обсудим. Если ты хочешь, давай, мне когда-то, когда я была прям такая совсем молоденькая, мне сказали одну такую философскую мысль. Если ты хочешь миллион, тебе нужно выглядеть на 2. Понимаешь? И, соответственно, когда ты, например, посещаешь какие-то такие определенные заведения, определенные места в определенном, скажем, настроении, ну, не знаю, в определенном наряде и так далее, соответственно, ты выкладываешь это в свои социальные сети, Так. и когда люди там, например, скроллят, это не только, я имею в виду в плане мужчин, я имею в виду, это может быть и по работе, кстати, это тоже очень может помогать. И что помогает? Да, потому что сейчас даже, например, когда ты устраиваешься на работу, очень такая фишка, HR, они реально просматривают твои социальные сети. Господи, какой ужас вообще, какой ужас. Представляешь, какой эра В кармане 100 тысяч, а ты должен на 500 одеться. А вот, кстати, хотела тебя спросить, а сколько ты зарабатываешь, если не секрет, примерно? 300 будет. Это не в день. тысяч. Это Не просто рублей. Тысяч, да. Рублей Ну, не долларов. в месяц. Да, если бы 300 тысяч долларов, я был бы очень, конечно, счастлив. И как ты живешь? Тебе хватает? Я сказал среднюю сумму. То есть Я плюс-минус. просто красиво ушел Плюс-минус. от ответа. Плюс-минус 300? Плюс-минус Или 300. плюс-минус? Я просто знаю, что 1000. сейчас такая тенденция, что девочки, типа, какую-то сумму берут энную. Типа, ну, сколько мужик должен минимум зарабатывать. А, как правило, это 200-300 тысяч. Поэтому я сказал тебе как раз Слушай, эту ну я энную тоже сумму. видела вот эти вот Патрики ТВ, где подходят там к девочкам, да, вот Патрик. это вот. А, я видел тоже, да. Да. Мгм. Где подходят девочкам и типа сколько должен зарабатывать мужчина, там, не знаю, 600 тысяч долларов и так далее. Ну, а, кстати, почему нет? Почему нет? Ну, смотри, например, если девушка себя как бы так оценивает, если она себя так ощущает, если она, ну, как бы, ну, не знаю, видит себя, например, с такими людьми, с такими возможностями, да, потому что люди, которые зарабатывают столько, у них есть определенные возможности, у них есть определенные связи, которые в дальнейшем тоже и тебе могут как-то помочь, поспособствовать. Думаешь, это ей поможет? Вот такая вот. Ну, я не знаю, как ей конкретно. Просто надо из себя что-то представлять, даже хотя бы внутренне. Это если, допустим, не знаю, какой-нибудь зайчик видит себя львом, это не значит, что он всем пизды даст. Ну, согласна. Здесь Они такая же. относили себя к аристократам, аристократы относились к Да, обратно. да, здесь то же самое. Если она ни хрена себе не представляет, но думает, что мужик там 5 миллионов в месяц должен получать, и она и такого найдет, ни хрена не выйдет. Вот я тебе расскажу историю. Короче, был в баре, и там две девчонки разговаривали между собой, я просто слышал. Значит, они, знаешь, вот как Крис и Энджи, вот есть такая. Энджи, да, вот это. И типа реально разговаривали так же. Вот просто реально так же, да. И одна так, короче, достает загранпаспорт. И вторая, это что такое? Та говорит, это загранпаспорт. Знаешь, он для чего? Я хожу на Патрике, я уверен, что я познакомлюсь с миллионером, и с этим загранпаспортом он меня отвезет в Ниццу прямо с Патриков. Я сижу, думаю, пипец какой-то вообще. Ну, блин, смотри, а ты считаешь, что это плохо? Это не правдиво.
Почему? Никто ее, она так и будет до скончания времен ходить. Давай начнем с чего? Давай начнем Так. с того, что, как бы, смотри, ты мужчина, ты не девочка. У девочки совершенно другие, ну, скажем, рычаги управления, совсем другое мышление. Но ведь действительно бывает так, если она, например, сидит на Патриках, действительно может быть такое, да, это не каждый день происходит, и, возможно, с ней это никогда не произойдет, но, тем не менее, есть такой шанс, знаешь, 1 на миллион, когда действительно, а вдруг, знаешь, выстрелит, и она Как в фильме найдет, «Красотка». да, типа, да. Найдет вот Ричарда Гира, как бы, да, и он цветами к Слушай, ним. ну есть же такие случаи. Я просто точно знаю, что на Патриках, кто местные, вот именно около ВОВО, они Патрики избегают. Они дворами там ходят, машинами. И вот этот вот колхоз они избегают, когда, знаешь, там с табличками девчонки стоят, там еще мужа миллионера. Серьезно? Но я табличек там не видела. Прям. Ты серьезно? Я Да. видел. Ну, я не Или знаю, это может быть, я как-то... Просто как бомжиха стоит там, типа, как бомжи, подайте, пожалуйста, здесь то же самое. И ты на Патрике хочешь? Ну, слушай, ну, на Патрике можно, но единственное, что Надеюсь, без там... таблички? Нет, единственное, что там, я знаю, что проблема с парковкой, не знаю, смотри сам. Так, ты имеешь в виду, что мы поехали на Патрике? Ну, да. Там рестораны какие-то, я просто там редко бываю, мне кажется, там рестораны там такое себе. Нет, там очень есть Мне хорошие контингент там не заведения. нравится. В смысле... теперь уже ты боишься конкуренции, что там Не очень конкуренция, много контингент вот этих, как их назвать-то помягче. девочек в поиске. Красоток этих, да. Да, красоток. Из фильма «Красотка», да. Вот, поэтому я избегаю это место. Что там пафосно? Вот объясни, почему именно Патрики? Вот у каждой девочки спрашиваешь, на Патрике, мама, Не-не-не, я нисколько не зациклена на Патриках, сколько, в принципе, знаешь, хочется, ну, просто съездить, провести хорошо время, в хороший ресторан, Вкусно покушать покушать. вкусную, да, еду, послушать хорошую музыку, посидеть просто, ну, не знаю, в приятной атмосфере, с приятным человеком, среди достаточно достойного контингента. Почему нет? Но это лучше, Сладко чем... говоришь, сладко заманиваешь, как сирена, да, вот из океана заманивали моряков, и ты вот это все. Не-не-не, нисколько. Нет, но это лучше, знаешь, это намного, я считаю, интереснее, чем мы бы с тобой взяли и поехали, ну, не знаю, какой-нибудь Мытищи, не знаю, например. Понимаешь? Нет, я в Мытищи не собираюсь, это достаточно далеко, ну нафиг. Хотя, почему такая градация, чем хуже Мытищи, чем... Ну, это, конечно, пределы из крайности Садового. к крайности. Но нет, кстати, в Мытищах, возможно, тоже есть и достойный контингент, и интересные заведения. Не пробовала, не знаю. Не ездила. Я в основном сосредотачиваюсь как-то вот внутри Садового кольца. Да. Почему внутри Садового? Нет, ну там, во-первых, это удобно с точки зрения локации, да, если ты, например, там в одной компании потусил, потом в другой компании потусил, и ты там хоп-хоп быстро как-то на такси или даже пешочком, иногда даже пешком быстрее дойти с одной локации до другой. Я просто у центра в основном избегаю. Как бы, не знаю, всю жизнь в Москве живу, и как-то до этого центра как до Луны, если честно. А куда ты обычно ездишь? Куда ты Ты ходишь? имеешь в виду в плане города или что? Ну, да, в пределах. Не, ну я бываю в центре, как бы, но также могу посетить какое-нибудь место и там в пределах Трешки там, или в пределах МКАДа. Мне пофиг, главное, чтобы компания хорошая была. Ну и более-менее место нормальное. То есть у меня нет такого пафоса, что место что-то плохое, там музыка плохая, там какой-то полуконтингент непонятно там или еще что-то. Компания хорошая и ладно, по-моему, это самое главное. Ну да. Или нет? А что у тебя, вот я хотела спросить еще по машине, это у тебя какая-то, ну, арендованная машина или Почему твоя? арендованная? Это друга? Это деда. Деда. Это деда. Дед зачал, значит, своего ребенка, понимаешь, в этой же машине. Вот, а они зачали меня. И если еще несколько раз, в принципе, можно уже и от машины залететь. Нет, просто я к чему спрашиваю, иногда, например, когда парни, ну, например, не хотят произвести какое-то, ну, не знаю, супер-пупер. Ну, знаешь же, есть же девушки, которые ведомые, например, да, на деньги. Естественно. Вот. Мерседес, Иногда- она уже трусики снимает. Ну, типа того. Иногда, например, парни пытаются, типа, как, знаешь, закамуфлировать, так сказать, свою какую-то, ну, в общем, закамуфлировать то, что у них есть какое-то Скрыть. наличие. Да, Типа они определенной обычные суммы. такие. Да, что, типа, девушки вот не велись на машину. Ну, кстати, я обратила внимание на твои часы, они как-то немножечко все-таки, ну, не соответствуют Почему? данному автопрому, ну, не знаю, обычно просто... Ты думаешь, я в таких часах должен обязательно в Порше сидеть? Не, ну если они не с садовода... Я не езжу в такие места. И потом я думаю, что такие садоводы будет видно, что это садовода. В любом случае. Вот. Ну, часы как часы просто. Что я могу купить часы и сидеть в такой машине? В чем проблема?
Так. Ну и чего? Так, и чего? Ты хочешь куда-то поехать? Да, просто смотри, у нас как бы с тобой уже прошло минут 10 трёпа. В итоге мы с тобой стоим на месте, мы с тобой никуда не едем. Ты заговариваешь мне немножечко зубки. Вот, и не понимая, соответственно, на что ты рассчитываешь, честно говоря. Я ни на что рассчитываю, я просто хотел познакомиться, пообщаться и провести хорошо время и понять, стоит ли дальше время проводить, как бы, да? Слушай, ну, вообще обычно, когда так. ты, встречаешься с девочкой, я тебе так на будущее расскажу, вдруг тебе это пригодится когда-нибудь. Когда ты встречаешься с девушкой, да, как бы не стоит морозить ее в машине. Нужно же куда-то девушку отвезти, да, скажем, ее, там, не знаю, накормить, как минимум, да, вогреть на какое-то нормальное место. Мы с тобой просто без понту стоим уже 10 минут. Трёп вообще ни о чем, честно говоря. Ну, если хочешь, погнали куда-нибудь. Ну, куда? В центр, в пределах Садового, в твои любимые места. Давай. Вообще. Поедем, да? Ну, ладно, окей, сейчас я посмотрю, куда ехать. Точно.